Я приветствую всех подписчиков и зрителей нашего канала. Мы обещали вам обзор на Урал 5920, и вот, наконец-то, сегодня мы его как раз-таки и сделаем. В прошлом видео, где мы показывали нашу совместную работу с этой машиной, многие в комментариях упоминали, что данный аппарат является, по сути дела, снегоболотоходом ТС-1, который у нас производит сейчас на заводе «Континент» в Екатеринбурге. Но на самом деле все-таки это в оригинале 5920, который был просто подвергнут значительному тюнингу. Здесь ребята очень много что модернизировали, и поэтому возможно, что он приобрел какие-то в своем облике черты обновленного снегоболотохода ТС-1. Но, тем не менее, мы сейчас пройдем по всем модернизациям, расскажем, как вообще в оригинале 5920 Урал был устроен и что здесь немного поменено, улучшено, доработано. Для начала немного истории. А история у нас началась с того еще далекого 1914 года, когда у нас родился великий инженер и конструктор Брюс Нодвелл, канадский. Потому что в дальнейшем, в 20 веке, история всех снегоболотоходов так или иначе связана с его именем. И первая такая похожая конструкция появилась в 1958 году. Называлась она Nodwell RN-200. Она была очень схожа с данным аппаратом и по своей полной массе, то есть где-то около 25 тонн, и по грузоподъемности около 12 тонн. Чуть позднее появилась в 1967 году модификация Nodwell RN-400 с гораздо большей грузоподъемностью. Там уже была полная масса 40 тонн и порядка 40 метров была длина. То есть была очень такая внушительная техника, и при всем при этом на ней устанавливался бензиновый V-образный мотор мощностью порядка 130 лошадиных сил, что свидетельствует лишний раз о том, что мощность не является каким-то решающим показателем для данной техники и для ее проходимости. Ну а в дальнейшем, как гласит история, в 1966 году, когда у Советского Союза появилась необходимость и потребность в подобной технике для разработки новых открытых месторождений газовых и нефтяных, была выслана делегация Советского Союза, которая рассматривала покупку такой техники. Конкретно тогда уже это была компания, называлась Formost. Также торговая марка была представлена Jaggernaut, но по сути дела это все были разработки Брюса Нодвелла. И в 1966 году был заключен контракт на поставку подобной техники в Советский Союз. Примерно в это же время автомобильный институт НАМИ получил задание на разработку своего снегоболотохода. И, естественно, советские инженеры использовали наработанные уже приемы и наработанные решения, и в создании своего снегоболотохода ориентировались на снегоболотоходы Брюса Нодвелла. В начале 70-х годов уже полным ходом шли испытания снегоболотохода НАМИ 0157, и которые выявили ряд конструктивных недостатков, которые постепенно исправлялись, дорабатывались. Было несколько вариантов с присвоением различных буквенных индексов после цифры 157. Основным, конечно, недостатком, который выявили, это изначально был просчет, что такие же, как и, в принципе, на тех же машинах Jaggernaut, там были сдвоенные катки, которые забивались грязью, и поэтому перешли на однокатковую схему. Тем не менее, разработка эта продвигалась крайне долго, и серийные образцы первые, именно Урала 5920, получились у нас где-то только к 1984 году. Изначально планировалось выпускать там порядка 150 машин в месяц. Ну, в общем-то, наверное, придерживались где-то примерно этой цифры, но к 1989 году производство было уже свернуто. И потом в 90-е годы уже страна была у нас там в тяжелом положении, было как-то не до этой техники, но в 2000-х годах производство у нас возобновилось. Сейчас у нас есть завод в Екатеринбурге, завод «Континент», который выпускает снегоболотоходы ТС-1 и еще снегоболотоход, который сделан в принципе по такой же схеме, но с кабиной от КАМАЗа. И, как уверяют люди, которые эксплуатируют эту технику, там есть свои недостатки у снегоболотоходов, которые у нас идут с камазовской кабиной. Нарушена развесовка, и немножко он едет по-другому,
и проигрывает схеме с капотной компоновкой. С историей пока мы закончим, переходим к технической части. Ну, я буду параллельно рассказывать сразу и про Урал 5920, и про те модернизации, которые произвел владелец этой машины. Все началось с того, что ребята захотели поменять двигатель. Изначально на Урале 5920 стоит обычный КамАЗ-740 двигатель. Здесь же установлен двигатель ЯМЗ-238. Под его установку, соответственно, пришлось немножко удлинить раму и доработать выхлопную систему. Сейчас мы откинем капот, который, кстати говоря, сама эта система откидывания тоже была модернизирована. Очень сейчас удобно обеспечен доступ до всех агрегатов, механизмов. Мне так очень понравилось, как этот момент решили ребята вопрос этот. Ну и здесь мы видим обычный двигатель ЯМЗ-238 без турбины. То есть, ну, здесь ничего такого особо удивительного. Стандартный мотор 240 лошадиных сил. Кстати говоря, хотелось бы сразу сделать такое замечание. Как-то в каком-то из комментариев прозвучало, что эта техника не так уж хорошо и едет по болоту. Есть у меня, писал один из наших зрителей, есть у меня опыт эксплуатации и Nodwell 110, а Nodwell 110 он тоже сделан же на таких же гусянках, но он однозвенный. Так вот, не стоит сравнивать однозвенную машину с двухзвенной. Здесь принципиальная разница будет в проходимости, потому что однозвенные вездеходы на таких гусеницах, они, конечно, имеют малое удельное давление на грунт, но там есть абсолютно другой момент. В повороте вам приходится подтормаживать гусеницу, либо просто выключать на нее передачу крутящего момента, но так или иначе она либо не участвует у вас в передаче крутящего момента, либо создает, наоборот, тормозной момент. За счет этого машина, естественно, получает дополнительное сопротивление и зарывается, и тонет, если это действительно какое-то болото. На двухзвенных машинах такого не происходит, потому что здесь постоянно у вас гусянки просто катятся по поверхности, никаких торможений, постоянно они передают крутящий момент, и, естественно, это очень сказывается положительным образом, влияет на проходимость машины в целом. Что касается мощности, как я уже и говорил, большая мощность это нужна только для больших скоростей. Здесь же скорости передвижения у нас крайне невысокие по заболоченной местности. Иногда, конечно, этих скоростей не хватает по снежной целине в снегу, да, это стоит признать, но тем не менее мощности здесь хватает. Существует несколько иная проблема. Этой мощностью достаточно сложно управлять. Конкретно это проявляется в следующем. То есть, если вы в каких-то сложных дорожных условиях, здесь все точно так же, как и на колесной машине. Вы используете нижний ряд трансмиссии, здесь стоит раздатка, обычная ураловская, то есть мы включаем пониженный ряд, но сложность в том, что у вас получается рабочие передачи, по сути дела, две. Либо это третья передача, то есть вам легко на ней тронуться и ехать, но на ней невысокая скорость. На четвертую передачу вроде как с ней тоже можно тронуться и ехать чуть быстрее, но так как у машины отсутствует накат, здесь получается, что ехать чуть быстрее, вроде бы как мощность бы двигателя и позволяла, но из-за отсутствия наката в момент переключения у вас останавливается машина, и вам не перейти на более высокую, например, пятую передачу. Вот с этим, да, есть проблемы. И в данном случае, например, если сравнивать эту технику с тем же Витязем, где гидромеханическая трансмиссия и существует гидротрансформатор и больший запас по мощности, там, конечно, управлять этой мощностью гораздо проще. Вот, пожалуй, что если и говорить о недостатке мощности, то только если вот в таком вот разрезе. Ну и если мы уж заговорили про агрегаты, из которых собран данный снегоболотоход, то продолжим дальше. Двигатель состыкован с обычной пятиступенчатой коробкой, той же самой ЕМЗовской. Дальше крутящий момент у нас передается на раздаточную коробку, которая здесь стоит от обычного Урала. И чем еще примечателен вот автомобиль с такой компоновкой, это то, что, по сути дела, все органы управления у него от обычного Урала. То есть в кабине у нас нет никаких рычагов, у нас обычное рулевое колесо, привычное для водителей, которые ездят на колесной технике. И, соответственно, далее
крутящий момент от раздаточной коробки передается через карданные валы на поворотные тумбы, которые, по сути дела, являются передаточным звеном также в том числе и для карданов. То есть внутри этой тумбы установлен вал, с него снова выходит кардан и идет уже на обычные ураловские мосты. Мосты здесь применены обычные ураловские, но они немного доработаны. Но если говорить сейчас про центральную часть, то это обычный старый ураловский редуктор неусиленного образца. То, что сейчас ставит завод ТС-1, на ТС-1 завод «Континент», говорят, что там стоят дифференциалы повышенного трения Красикова. На Урале 5920 стояли свои оригинальные дифференциалы червячные с достаточно высоким коэффициентом блокировки, который доходил до 10, но на данный момент все это производственная линия и все эти технологии были утрачены, и приобрести такие червячные дифференциалы повышенного трения не представляется возможным. Поэтому вот на данном аппарате стоят обычные конические симметричные дифференциалы. Рулевое управление на Урале 5920 было организовано по автомобильному типу, как я и сказал. То есть на данном месте там стояла обычная рулевая колонка. Здесь немножко это модернизировано было на данной машине. Здесь стоит гидрообъемное рулевое управление. Соответственно, насос-дозатор и вот сам исполнительный механизм, он уже у нас распределяет давление по гидроцилиндрам, которые отвечают у нас за складывание тележек относительно рамы. Причем складывание тележек производится за счет двух силовых цилиндров, и есть также механическая связь, то есть обратная, которая не позволяет этим тележкам складываться на разные углы. И в случае выхода одного из цилиндров все равно управляемость сохраняется, потому что через следящий шток следящего механизма при повороте одной тележки относительно рамы через следящий механизм производится поворот и второй тележки. Сейчас мы можем наблюдать вот систему этих уравнительных коромысел снизу. Она закреплена вот на такой общей оси, которая закреплена на раме. Вторым концом эта тяга соединяется с поворотной тумбой, и здесь же у нас установлен силовой цилиндр. То есть таким образом при введении гидроруля на данном аппарате что произошло? Теперь у нас руль не имеет упора, соответственно при максимальном вывороте цилиндры просто начинают перепускать масло, но при повороте упора руля как такового не происходит. Ну, это особенности данного гидрообъемного рулевого управления. Что еще можно сказать про рулевое управление? В принципе, таким образом у нас максимальный угол выворота ограничен чисто гидравлически. Также имеется ограничение на качание тележек. Тележки у нас имеют вот такие упоры, соответственно, 2 упора на задней тележке и такие же точно 2 упора на передней тележке. В данном случае вот это вот будет упор передней тележки задней, то есть при максимальном ходе тележки качания в ту сторону здесь ролики ложатся вот на эту поверхность и просто по ней прокатываются. Если у нас происходит наклон тележки в обратную сторону, назад, таким же образом там происходит впереди упор уже переднего ролика в такую же площадку и ограничивается качание передней тележки. По такому же принципу ограничено и качание задней тележки. Ну, пожалуй, по рулевому управлению на этом все. А теперь поговорим немножко о тормозах. В принципе, сама тормозная система здесь тоже была несколько модернизирована. Изначально на Урале 5920 тормоз сделан трансмиссионный. Я сказал, что здесь стоит раздаточная коробка от автомобиля Урал 4320, но на самом деле это немножко не так. Коробка эта имеет свои особенности раздаточно, а именно в том особенность заключается, что если стандартно у нас на раздаточной коробке Урал 4320 есть тормозной барабан трансмиссионного тормоза, он же стояночный тормоз, он же вспомогательный запасной тормоз, то здесь таких барабана 2, то есть, соответственно, для выхода не только на задние колеса, но и для выхода вперед. Так как здесь у нас выход вперед обеспечивает у нас передачу крутящего момента на переднюю тележку, то и передняя тележка должна иметь свой, соответственно, тормоз, иначе она просто не будет тормозить. И было сделано 2 барабана. В этом была особенность раздаточной коробки, конкретно Урала 5920.
Ну, так как здесь стоит у нас раздаточная коробка от обычного Урала, то здесь схема немножко другая. Соответственно, так как ребята ездят практически постоянно с заблокированным межосевым дифференциалом в раздаточной коробке, то торможение происходит только за счет заднего тормозного барабана, который, ну, у нас, как и обычно, тот, который приводит в обычном у нас колесной машине заднюю тележку. И, пожалуй, что модернизации подвергся только сам привод этого тормозного механизма. То есть торможение здесь происходит следующим образом. Вот этот тросик, он идет к педали тормоза. Здесь у нас стоит пневматический кран, и который в свою очередь подает давление в случае торможения на пневмокамеру, которая уже у нас зажимает трансмиссионный тормоз. Вот барабан трансмиссионного тормоза, в принципе, как и на автомобиле в обычном колесном Урал, он у нас на выходе из раздатки находится. По заявлениям хозяев машин, в отличие, скажем, от колесной техники, за счет немножко другой редукции, за счет звездочек, работает он очень хорошо. Ну, а так как у нас все время здесь, по сути дела, раздатка заблокирована, дифференциал в раздатке, а в общем-то здесь только так, в принципе, и можно ездить, и повышенных нагрузок трансмиссия не испытывает, так как у нас тележки складываются, и, в принципе, они проходят одинаковый путь в повороте, то, в принципе, и разблокировать этот дифференциал даже не имеет особого смысла. Сама поворотная тумба крепится к раме посредством вот такого шкворня. Соответственно, вокруг этого шкворня и происходит поворот тележки относительно рамы. Здесь у нас есть масленки такие для смазки этого шкворня. И в этом же месте кроется одно из самых уязвимых мест данного аппарата. А конкретно происходит что? На этой технике любое серьезное застревание чревато последствиями. Так как здесь, получается, тележка у нас от рамы, по сути дела, закреплена только на этом шкворне, то есть при попытке вытащить застрявшую машину, очень часто происходит отрыв этого шкворня, то есть тележки остаются в болоте, а вытаскивают одну раму. Либо, если же происходит, есть возможность как-то исхитряются зацепиться за саму тележку, то вытягивают, возможно, одну тележку с рамой, вторая тележка остается в болоте. И по большому счету, какая-то серьезная эвакуация вот этого аппарата, если в случае серьезного застревания, она сопряжена с большими сложностями. Выполнить ее будет крайне непросто, ничего не повредив. Вот есть такая особенность. Например, если опять же сравнивать с тем же Витязем, там немножко все это работает по-другому. Ну и если проводить вообще какие-то аналогии в дальнейшем с Витязи, то здесь мы в ходовой, сейчас мы про ходовую еще вернемся и поговорим, катки применяются от того же самого Витязя, но сама гусеница имеет небольшую конструктивную особенность. То есть если посмотреть на гусеницу, гусеница имеет вот такой вот ярко выраженный перегиб в центральной части, по которой катятся непосредственно сами катки. И внутри гусеницы нет никаких дополнительных направляющих элементов для этого катка. Сами звездочки, они выполнены из полиуретана. Основная конструктивная, скажем так, разница с Витязем – это все-таки механизм поворота. Но не стоит забывать, что сам вообще Витязь, он хоть и конструировался и создавался в то же время, конец 60-х, начало 70-х годов, эта техника изначально, она проектировалась исключительно для использования в народном хозяйстве, а Витязи, они проектировались все-таки как по заказу Министерства обороны, и там все это было решено немножко на другом уровне, и уже можно говорить о том, что где-то в чем-то вездеходы Витязи все-таки не имеют аналогов в мире, в отличие, скажем, от этой техники. Вообще на ходовой части хотелось бы остановиться несколько подробнее, но прежде чем мы перейдем к этому, хотелось бы еще отметить, вот как закреплена тумба к самой поворотной тележке. То есть здесь у нас получается вот такие два болта и типа хомута. Здесь идет палец, за счет чего тумба и происходит качание тележки относительно тумбы. Ну, здесь, как показывает практика, запаса прочности достаточно, поломки этого узла у нас не происходит. Ну и, в принципе, по другим узлам и агрегатам мы можем здесь видеть еще также стандартную ураловскую лебедку. И, в общем-то, там ничего необычного, пожалуй, что только интересно выполнен сам задний клюз. Достаточно хорошо, мне понравилось.
А в остальном это штатная ураловская лебедка. Завершающая часть нашего обзора будет посвящена ходовой части. И вот, пожалуй, здесь, именно конкретно в этой части, кроются самые серьезные недостатки данной машины. Основной, пожалуй, если вы заметили, что здесь есть такая особенность, то есть передняя тележка у нас, она переднеприводная, так условно назовем ее, потому что у нас передняя часть гусянок, ролики являются ведущими. А в задней тележке, соответственно, у нас... назовем ее так условно заднеприводная. То есть здесь у нас именно задние ролики по ходу движения, они у нас являются ведущими. Так вот, если сильно груженная машина, то при попытке сдать назад, при одновременном выполнении маневра, очень часто аппарат этот пытается разуться. Ну, такова особенность, то есть получается у нас при подводе крутящего момента на задние звездочки, вот эта часть, задняя часть у нас гусеницы расслабляется, вот, и пытается, соответственно, выйти она со своей направляющей, и машина пытается разуться. И с этим эффектом трудно очень бороться, потому что если попытаться натягивать гусеницу сильнее, то, как и на любой гусеничной технике, мы сталкиваемся с такими негативными последствиями, как увеличение сопротивления качению, большие потери, и, соответственно, машина у нас гораздо более, ей, скажем так, ехать гораздо сложнее. Даже сразу же вырастает и расход топлива, по заверениям вот владельцев техники. То есть перетягивать гусянки ни в коем случае нельзя, но и в то же время вот с этим эффектом тоже бороться, получается, нет никаких способов. Есть такие вот особенности. Сейчас поговорим о других особенностях и о других недостатках ходовой части данной машины. Начнем, пожалуй, с гусеничных лент. Они бывают у нас двух типов: с текстильным кордом, и, насколько я знаю, с 2004 года, по-моему, завод Continental, он использует исключительно ленты с текстильным кордом. Говорят, они ходят намного дольше. Ну, не знаю, как на самом деле, но суть в том, что с текстильным кордом есть тоже свои недостатки. Если что-то попадает на дороге, и вы едете не по снегу, ну, какие-то даже бывают просто, могут быть острые даже ветки, и что-то другое там более серьезное, то ленты такие обычно, ну, могут, вероятность того, что они у вас будут повреждены, она существует и достаточно большая. Вот, то есть таким образом текстильная лента у вас тоже, может быть, не отживет долго, но вот в данном случае представлена лента с металлическим кордом. Здесь, по сути дела, все пронизано вот такими тросами металлическими, примерно в диаметре троса где-то порядка там 6-7 миллиметров. Идут они сплошняком, но у этой ленты тоже есть свои недостатки, то есть здесь при повреждении какие-то все равно у нас повреждается резина, то есть может туда попадать влага, ну, троса ржавеют со временем. И второй недостаток тоже, который при эксплуатации выясняется при практическом использовании, это то, что при замене ленты вот эти сверлить все эти отверстия крайне сложно из-за того, что лента практически полностью вплотную один к одному тут пронизана стальными тросами. Вот такие вот особенности у этих лент. Теперь мы расскажем непосредственно о вот этих двух тележках, которые используются у нас. Соответственно, вот эта трехкатковая тележка, это передняя, и четырехкатковая тележка задняя. Схема такая не случайно выбрана, потому что если брать, например, снегоболотоход ТС-1, то при полной массе в 24,5 тонны развесовка примерно следующая. На переднюю тележку при полной загрузке у нас приходится порядка 10 тонн, 10 с небольшим, а, соответственно, на заднюю тележку у нас приходится порядка 14 с небольшим тонн. И, в принципе, сами вот эти катки, они выполнены из пористой резины и достаточно долговечные, особых проблем они не доставляют. И ступицы данные вот эти вот, они изначально не имеют масленок, и это как раз-таки является проблемой. Вообще для снегоболотохода, если он используется исключительно по снегу, либо по болоту, в принципе, это допустимо. Но на практике мы все прекрасно понимаем, что техника эта используется и на других видах бездорожья, и туда попадает песок, глина,
недостаточная герметичность вот этих узлов всех, а более того, вот сам торсион, а подвеска здесь торсионная, то есть получается вот этот рычаг, он смещен немножко чуть ниже, а вот это ось второго торсиона, и там у нас, соответственно, выходит рычаг с другой стороны чуть выше, то есть небольшое смещение. Ну, в принципе, подвеска торсионная, она выполнена по такой схеме на многих машинах. Здесь в этом ничего нет нового, но принципиальный недостаток тот, что не совсем продумана сама вот эта система защиты от пыли, песка и грязи. И она доставляет достаточно много хлопот. Ну, вот владельцы той машины, на которой мы делаем обзор, у них есть тут масленки дополнительно врезаны, чтобы чаще можно было шприцевать саму эту ступицу и хотя бы таким образом пополнять там смазку каким-то образом, чтобы она замещалась на новую, и часть проблемы таким образом уходит. Вот. Но вообще это доставляет достаточно очень много, скажем так, хлопот и неприятностей при эксплуатации такой техники на бездорожье. Теперь поговорим немножко о направляющих катках и о ведущих катках. Ну, в принципе, здесь обычная стоит ураловская ступица. Разница только в том, что на направляющей-то она закрыта обычной крышкой, да, а на ведущей, соответственно, сюда вставлена полуось. Ну, все как на обычном Урале. Сама ведущая часть звездочки выполнена из полиуретана. Единственное такое принципиальное отличие от Ураловского моста — это то, что здесь нету разделения полостей картера главной передачи и полости ступичного подшипника. То есть если в обычном Урале они разделены сальниками воздушной подкачки, то так как здесь подкачки нету, то масло это, оно контактирует со смазкой ступичного подшипника. В этом, пожалуй, единственное отличие. Здесь также предусмотрен на ведущей звездочке предусмотрено натяжение гусеницы при вращении вот этого четырехгранника. За счет того, что там внутри встроен червячный механизм, происходит выход этого штока. И таким образом натяжение гусеницы можем изменять. Что еще хотелось бы отметить? Ну, хотелось бы также сказать, что, как и подобает настоящему внедорожнику, все уязвимые места, такие как топливный бак, выхлопная система, аккумуляторный ящик, подняты у него выше уровня рамы, ну то есть вот на расстояние практически чуть ли не 2 метров. Поэтому бояться и переживать за то, что что-то можно повредить из таких уязвимых мест на бездорожье на этом аппарате не стоит. Ну, а сейчас, наверное, мы заглянем еще в кабину, посмотрим, какие у него органы управления существуют и как там обустроено рабочее место водителя. Ну, для меня, как для водителя Урала, здесь, в принципе, все привычно. Несколько, конечно, абсурдно здесь смотрится шинный манометр, давление в колесах. А в остальном, здесь, в принципе, любой, кто управлял такой техникой, он ничего необычного для себя не видит. То есть, обычное рулевое управление, обычная коробка передач, как я и говорил, раздаточная коробка, понижайка-повышайка, блокировка дифференциала. В общем-то, одной из основных идей создателей этих машин как раз было, в том числе и то, что водители, которые привыкли там, скажем, крутить баранку, да, не надо что-то как-то менять свои какие-то навыки, то есть здесь все то же самое управление, что и на обычном Урале. И хотелось бы еще отметить по поводу тех замечаний, которые были высказаны в нашем первом фильме, где мы представили в работе эту машину, о том, что якобы тут недостаточно освещения. Да, здесь действительно на самом деле очень хорошее освещение. Здесь по кругу идет светодиодная люстра, причем она также направлена и в стороны. Вот, с освещением здесь абсолютно никаких проблем. Но, опять же таки, это не штатное оснащение этого автомобиля, это уже тюнинг и доработки, которые были выполнены владельцем этого автомобиля. Ага, я нашел косяк. Алексей, у тебя рычаг КП открутился. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу обзор Урал 5920. Задавайте вопросы в комментариях, постараемся ответить на них, потому что наверняка что-то, как всегда, забыли сказать. Ну, а в остальном, надеюсь, что он был интересным и познавательным. Всего доброго, до новых встреч!